Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я рассказываю вам о смартфоне Poco F6 чистокровном. Вы видите надпись Poco. Съемка ведется на его основной модуль с его микрофонов. Специально одинаковые условия у меня у подобных смартов уже, наверное, 86 раз. Я снимаю на жестком штативе. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. На этот обзор уже была прожарка одна на Польза стримы, где я гонял его в играх и в Antutu, измерял шим, яркость и все остальное. Да, к слову, шим здесь иногда зашкаливает за 40-50%, это смотря чем измерять. Второй момент, разумеется, был уже полноценный обзор его прародителя, а Poco это копия Redmi Note Turbo 3. Я обозревал, и на них также было на этот смартфон 3 обзора. И в целом начну я, наверное, с того, что первое. Я удивляюсь людям, которые приобретают эти штуки. Спасибо. Приобретают эти штуки и говорят, что я вот его хейчу. И сразу отвечу, я его рекомендую приобретать. И второй момент, я просто рекомендую его приобретать за какой ценник. Я сказал в ролике, им это не понравилось. Почему? Я не знаю, потому что я сам приобретал его за очень высокий ценник, потом на него они дропнулись, эти цены. И в целом, чтобы все успокоились, им я уже сказал, что я советую покупать вам, я скажу сразу недостатки, но перед этим попрошу подписаться на канал с колоколом, потому что рано или поздно будет железка, которая вам интересна в тех же самых условиях. И согласитесь, что основной модуль, он на то основным и называется. И называется он, разумеется, широкоугольным. То есть ультраширик — это у нас супер большой угол. Ширик — это то, что вы сейчас видите, это основной модуль. И дальше идут телевики. Здесь основной модуль может снимать в 4К 60 FPS. И по мне довольно неплохо. Я сравнивал этот смартфон. А я не буду спойлерить, чем я его сравнивал в обзоре, но с очень интересным смартфоном, который стоит больше, чем в 2 раза дороже. То есть он даже не в 2, а получается, если в стоке, ну да, в 2 с копейками, в 2,5. Так вот, по недостаткам, после того, как вы подписались на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал и, разумеется, надеюсь, этот канал. Кстати, еще будет одна прожарка на этот смартфон в играх. Напишите, в каких играх вам интересно, потому что в Геншине мы его гоняли, а больше ни в чем не гоняли. Так вот, по недостаткам. Первое. Он сбрасывает яркость очень сильно в PUBG New State. Но, опять же, очень сильно он когда сбрасывает? Точнее, в Genshin Impact. В Genshin Impact в онлайне я его тестировал. На 25-й минуте он сбросил яркость до 3,5 люксов. При том, что настройки я у него выставил высокие, не максимальные, как в других роликах говорили, что может в максимальных настройках без сброса яркости. 5 минут, 10 минут может. 60 FPS было, и он сбросил яркость до 3,5 люксов, это очень мало. По еще недостаткам. Шим у него довольно приличный на максимально низкой яркости. Очень мало это людей используют, функцию супер низкой яркости, но она здесь присутствует. Момент номер 3. Какие у него еще проблемы? Разумеется, то, что вы считаете, что супер-супер-мега дешево, но в то же время, допустим, те же материалы. Материалы у Samsung A55 в те же деньги, даже чуть-чуть дешевле. Металлический корпус, здесь у нас не металлический корпус. Танцуем дальше, чего здесь нет. Структура, видите, как обзоров поменялась. Сначала недостатки, потом про достоинства. Чтобы не казалось, что я его хейчу, потому что, по-моему, люди запоминают только последнее. А в конце обычно я в обычном ролике рассказываю недостатки. Так вот, еще недостаток. У него нет защиты от влаги официально заявленная. Точнее, она есть, по-моему, IP54, но это не защита от влаги. Я его топил, он выжил, Turbo 3 топил, он выжил. Но, ну скажем прямо, что это не совсем то, чего бы я хотел от смартфона. Я хочу защиту от влаги в эти деньги, потому что, опять же, в A55 она есть. И да, он тормознутый, у него только 4К 30 FPS, притом он снимает лучше. Просто в обзоре на меня тоже нападали. Что снимает лучше? Много чего снимает лучше. Просто незначительно лучше. И некоторых сценариев просто нет. Поэтому Poco F6 однозначно выигрывает у Samsung A55. Давайте вот эту тему тоже закроем. Следующий глобальный недостаток. Датчик приближения. У меня на Turbo 3 реально он работал, как будто он физический. То есть он даже на руку реагировал. Я тестировал его также на стриме. У этого смартфона нет. Да, вы можете записать ролик, где он у вас отрабатывает, но отрабатывать он будет не каждый раз. Придет новая прошивка, этот виртуальный датчик вас просто замучает. И я думаю, что эта история
Ну, для кого-то она, знаете, так не акцентированно подается, типа, ну вот, к сожалению, виртуальный датчик только. А для многих это такая ломка. То есть, когда ты долго использовал смартфон с виртуальным датчиком и постоянно это дело глючило, у тебя чуть-чуть другое отношение. И таких людей очень много. Так что помните, что здесь виртуальный датчик, и все зависит от прошивки. Возможно, вам придется его калибровать, и это можно делать. Возможно, вам придется очень сильно самому с собой ругаться, но это уже другая история. Если говорить про зарядку, она должна быть супер быстрой. У меня она все равно занимает чуть больше 40 минут. Ну, это тоже я к недостаткам отнесу. Также они выпилили мини-джек. Его нету сейчас. То есть у нас остался инфракрасник. Сканер отпечатков пальцев в, получается, экране. И он работает не супер быстро. И не на 100%. Но часто хорошо. Очень хорошо. Я не притягиваю сову на глобус, не притягиваю. Это вот просто из головы то, что я помню. То есть, чтобы вы понимали, сейчас я дружусь с Huawei Puro 70 и про Turbo 3, вот этот Poco F6 я уже чуть-чуть подзабыл. Это лайтовый вариант недостатков. Теперь про достоинство. Плотность пикселей просто космос, 446 ppi. Снимать он может непрерывно несколько часов. Опять же, смотрите подробный обзор, кому это очень надо. По поводу поведения в играх. 60 FPS, 25 минут в 20 минут. Ладно, 20 минут он держит в Genshin Impact, и это хорошо. На высоких настройках при 60 Гц. При 60 FPS. И почти без сброса яркости, но опять же, он изначально начинает с 500 люксов играть в PUBG New State. Но это 500 люксов норм, но 350 это уже мало. Опять же, я уже привык к этим тусклым экранам, но все равно. Вот сейчас вы видите, как он снимает в 4К 60 FPS против солнца. Я вам скажу, что это хорошая картинка. То есть сказать, да, я вам скажу, что здесь фронталка на 1080p 60 FPS уже хорошо, что 60. Но особая разница на YouTube, допустим, когда вы будете сравнивать с той же Puro 70, вы, ну, увидите, но с такой натяжкой, точно не в 2 раза и даже не на 50 и не на 30%. Следующий момент. Так вот, экран у него топчик. Мало того, что топчик, вот здесь, вот на этих камнях, я, получается, уронил Turbo 3. А фактически это копия Poco F6, точнее Poco F6 копия Turbo 3, Redmi Note Turbo 3. И он у меня не разбился. У меня экран остался идеально целым. Притом взлетел он выше, чем моя голова, и это очень круто. То есть вот этот все стекла а-ля Victus, они все-таки отрабатывают. Дальше. Если говорить про процессор. 8S Gen 3, он стоит не здесь. Так. Выбивает он 1 миллион 400 тысяч баллов в Antutu, и по большому счету многие пишут, что вот это не значит ничего. Я вам могу ответить по поводу того, что что-то значит или нет. Хорошо ли то, что Smart выбивает много баллов в Antutu? В первую очередь, вот вы видите, что видео он уже снимает более чем потребно. И то, что он снимает более чем потребно, это очень хорошо. И это как раз заслуга процессора тоже, а не только ПО. Хотя, с другой стороны, у нас бывает другая история. Так вот, 8S Gen 3, как процессор, он не дотягивает до 8 Gen 2. И те люди, которые купили iQOO Neo 9, не имеющие 20-го бенда, они могут радоваться, у вас процессор получше будет. Хотя, по камерам я бы не сказал, что по iQOO Neo 9 лучше. Вот. Если говорить про внутреннюю память, все супер быстро. UFS 4.0, в отличие от тех же Puro, у Huawei нет вообще 4-й версии памяти. И люди, которые переходили с 3-й версии UFS на 4-ю, они говорили, что да, заметно, но те же люди мне пишут в комментариях, а вот у Huawei незаметно. Заметно, еще как. Вот, следующее. Что еще? Экран довольно яркий, его яркости хватает, 1400 люксов на солнце он выдает, даже без режима HDR. Если говорить про
Ультраширик, он печальный. Если говорить про фронталку, она терпимая, 1080p 60 fps, уже неплохо. Это не хорошая фронталка, но это и неплохая фронталка. Все эти оптические стабилизации для основного модуля, его 50 мегапикселей и все остальное, это лирика. Почему? Потому что сенсор не предполагает суперфотографии ночью, слишком большие пиксели. Вы можете скачать исходники, но все равно камера неплохая. И по поводу автостабов и всего остального, я очень часто говорю, что цифровая стабилизация в смартфоне иногда лучше отрабатывает, чем оптическая или гибридная. Так что вам оценивать. Вот сейчас я снимаю, насколько хорошо или плохо. Напоминаю, что обзор идет одним кадром. Poco F6 это максимально избитая тема. Я его оставляю, вот его я оставляю для сравнений. Почему? Потому что мне интересно, что они допилят, это раз. Два, я и правда считаю его очень удачным смартфоном. Три, мне импонирует его простой дизайн. И четыре, мне очень интересно, сколько он будет стоить. Почему? Потому что, допустим, на старте продаж сколько стоил Poco X6 Pro, я даже говорить не хочу. Это линейка попроще, но все равно. Факт в том, что сейчас его в конце сейла продавали по 19 400. Я, кстати, разыгрываю по одному Poco X6 Pro ежемесячно. Поэтому очень сильно за ними слежу. И в телеге скидок можете посмотреть как раз ценники, как плавали. Обычно в районе 20 с копейками он стоит, 20 900 во время распродаж. А здесь был вообще какой-то аттракцион невиданной щедрости. Так вот, нет смысла мне рассказывать про кольцевую вспышку, про то, что здесь есть инфракрасник. Еще раз повторяюсь, мой обзор смотрите, еще много-много других. Это бестселлер. Но низший его ценник, самый низкий, был 27 900. Учитывая датчик приближения виртуальный, он должен ниже 25. Вот ниже 25 железно можно бежать и покупать. Все эти надписи в комментариях по поводу «Друг, за такую мощь, где ты еще найдешь за эти деньги», я промолчу про Моторолы, третьи эшелоны и всякую остальную дичь. Так вот, давайте не будем Poco равнять на них насчет мощности и всего остального. Он уже неплохой, он уже неплохо снимает, и это уже не просто смартфон, которым ты показываешь, что у тебя игры какие-то пойдут. Тем более, если говорить про чисто игровые составляющие, ну триггеров здесь нет. Помните Poco X4 GT или F4 GT, я уже не помню, с механическими триггерами. Вот это был игровой смарт. Даже если бы они сенсорные триггеры добавили, либо обходную зарядку, это был бы игровой смартфон. Сейчас это претензии на универсальность, они ее отрабатывают. Но чтобы быть бестселлером, вот в этом мире, в котором Realme GT 6T продавалась за 28 тысяч на старте продаж сейчас, они должны опустить ценник до 25. И вот тогда я считаю, что зеленый свет для покупки. Это мое субъективное мнение. Я купил его на десятку дороже, если вам от этого легче. Поэтому от меня девайсу однозначно да. Пишите в комментах, продолжать ли подобные обзоры. Может быть, мы до сотки дойдем. И основной плюс этого обзора, всех, кого раздражало то, что я говорю в течение этих минут, в том, что вы можете отключить звук и просто сравнить картинку с разных устройств. Супер дорогих, супер дешевых. И оценить для себя, какая камера вам нужна. Потому что все равно в основном вы будете пользоваться вот этой основной. Если вам нужен ультраширик, лучше купить GoPro. Вот. Они тем более продаются часто очень по цене бюджетного смартфона. Там за 1015 можно уже очень приличную GoPro купить. Подписывайтесь на канал с колоколом. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.